Эта удивительная история произошла в Коста-Рике в последнем десятилетии прошлого века, после нее на рептилий стали смотреть совершенно по-иному. А началось все обычным утром. Рыбак Гонсало проснулся, позавтракал и собрался пойти ловить рыбу. Нет, он желал не посидеть на берегу с удочкой, размышляя о бренном, а хотел заработать денег. Добыча рыбы была их семейным бизнесом. Когда-то таким образом дед и отец обеспечивали и содержали семью, мальчик пошел по их стопам. Так как Гонсало от старших узнал все секреты добычи рыбы и знал свое ремесло в совершенстве, то никогда не возвращался пустым. Небольшую часть улова он оставлял себе, чтобы было чем питаться, жена хорошо умела готовить рыбу, а остальное уносил на рынок и продавал. Поэтому деньги в кармане были всегда и семья не бедствовала. Но в этот раз все пошло не как всегда. Когда Гонсало подошел к лодке, то увидел на поверхности воды много крови. Что бы это могло быть? Задался вопросом мужчина. Наверное, крокодилы хозяйничали, их в реке много, попадаются часто. Буду тогда осторожнее, а то сожрут на завтрак, и останутся люди без моей рыбы. Но то, что он увидел дальше, прогнало прочь мысли о грозившей ему опасности, а сердце преисполнилось жалости. В росших у берега камышах лежал небольшой крокодил, его морда была вся в крови, левого глаза не было, а желтым правым рептилия часто моргала. Крокодилы довольно свирепы, и Гонсало об этом было хорошо известно. Люди частенько попадают на зуб этим прожорливым рептилиям, поэтому жалеть хищников особо не надо. Но Гонсало при виде этого страдающего живого существа понял, что не сможет просто так развернуться и уйти. Вероятно, крокодил пытался напасть на пасущийся неподалеку домашний скот, был выслежен фермером и получил в глаз пулю. Почему человек не прикончил рептилию до конца, непонятно. Может, крокодил вовремя скрылся, а возможно, было жалко тратить еще один выстрел. Увидев, что животное смертельно ранено, фермер уверенно решил, что оно скоро умрет само, и не стал добивать его. Рыбак с осторожностью подошел к крокодилу и сказал: «Здравствуй, я Гонсало, насколько вижу, тебе нужна помощь, и я ее окажу. Ты не съешь меня, если осмотрю тебя и притронусь». Со стороны крокодила не было никакой реакции на эти слова. Он лежал неподвижно и, казалось, даже не соображал, что творится вокруг него. Весь его разум был занят только одним, разливающейся внутри него невыносимой болью. Гонсало с осторожностью потрогал его, но животное никак не реагировало и не делало попыток напасть. Тогда рыбак попытался поднять тело и поместить в лодку, чтобы отвезти к себе домой. Но хищник был довольно большим и тяжелым, в одиночку никак не удавалось поднять столь большую тяжесть. Тогда Гонсало сходил к соседу и попросил его о помощи. Тот согласился, а они положили крокодила в лодку. И у Гонсало в доме стало жить новое домашнее животное. Супруга никак не хотела понять, зачем ее муж так сделал, и начались ссоры. «Зачем ты приволок в дом крокодила? Кому он нужен? Мы и без него небогато живем, едва-едва хватает, а его придется кормить. Ему же ведь немало надо, не один кусок мяса, как какой-нибудь кошке. А представь, он захочет отобедать мною и нападет, что будем тогда делать?» В ее словах была правда, и понятно, что она в чем-то права. Но как выкинуть страдающее животное? Это ж не мусор. Нет, настоящий мужчина не может так сделать. Теперь Гонсало почти все свободное время старался находиться вблизи крокодила, постоянно разговаривал с ним, приучая к своему голосу, и занимался обработкой его раны. Животное никак не реагировало, а в первые дни вообще ничего не ело, отказывалось. Порой Гонсало полагал, что все, крокодил умер, потому что тот мог весь день лежать в одном положении практически неподвижно. То, что он еще жив и не собирается в мир иной, можно было понять только по мигающему желтому глазу. Мужчина был безумно счастлив, когда наконец-то его питомец все-таки съел рыбу. Мужчина от восторга прыгал и радовался как ребенок. После того, как рептилия окрепла, он отправил ее обратно, где нашел. Но вскоре крокодил сам вернулся к своему спасителю. Так мужчина понял, что хищник хочет жить с ним. Но жене почему-то это радости не доставило,
Она, наоборот, разозлилась и ультимативно заявила супругу: «Либо ты выкидываешь из нашего дома эту одноглазую уродину, либо я соберу вещи и уйду отсюда». Гонсало внимательно посмотрел на женщину, с которой много лет делил постель, а она так и не смогла стать его половинкой. Он давно уже хотел расстаться с ней, но теперь благодаря крокодилу появился весомый повод это сделать. «Видишь ли, милая моя, женщин на свете много, и жену найду себе без особого труда», — ровно сказал Гонсало. «А вот где я найду подобного друга?» Он взглянул на крокодила. «Нет, не найду». Женщина аж отшатнулась от этих слов, никак не ожидала подобное услышать. Она быстро упаковала свои вещи и ушла из этого дома насовсем. И Гонсало остался один, точнее, вдвоем с одноглазым крокодилом. Было так же нелегко и хлопотно, но зато спокойней. Но такое одиночество продлилось недолго, всюду стали ходить слухи и рассказы об этой необычной паре. Многим слышавшим об этом хотелось посмотреть на столь необычную дружбу, и в дом Гонсало пошли люди. Им хотелось своими глазами увидеть, что окружающие рассказывали правду, а не очередную выдумку. А хозяина дома такой приток гостей только радовал, потому что многие из них в качестве поддержки оставляли деньги, продукты или вещи. И Гонсало перестал ходить на рыбалку, если и ходил, то довольно редко, и только для того, чтобы получить удовольствие. Теперь он получал доход от туристов и богатых граждан, которые хотели как-то его поддержать. У друзей появилась своя развлекательная программа, когда на глазах у изумленной публики, как настоящие артисты цирка, они показывали смертельные фокусы. 4-метровый Почи мог переворачиваться на спину и живот по команде, пританцовывать в ритм хлопков в ладоши. Гонсало засовывал ему голову в рот. Иногда крокодил угрожающе щелкал челюстями, изображая нападение на человека. У зрителей вечернего шоу стыла кровь в жилах от таких шуток. Однако, несмотря на габариты и крокодилий происхождение, Почи ни разу не причинил другу вреда. Без выступлений Почи скучал и томился. Вы можете увидеть все сами. А спустя немного времени Гонсало познакомился с доброй женщиной, они симпатизировали друг другу, некоторое время пообщались и стали жить вместе, а потом пошли и зарегистрировали брак. Эта славная женщина отличалась от первой супруги тем, что безоговорочно приняла одноглазого друга, довольно часто у него бывало, кормила крокодила и ухаживала за ним. Через какое-то время Гонсало стал отцом, супруга подарила ему дочку. Крокодил жил в семье несколько лет, дочка подросла, но родители запрещали ей одной подходить к крокодилу, только в сопровождении взрослых. И не потому, что боялись нападения рептилии на ребенка, Гонсало достаточно хорошо знал характер своего подопечного. А здесь скорее говорили вколоченная в подсознание информация, что крокодилы злые, жестокие, агрессивные, и с этими страхами ничего нельзя было поделать. А потом пришло время, когда крокодил умер. Скорее всего, подошел его срок. Хотя вполне вероятно, что травма тоже забрала много здоровья и сыграла свою роль в приближении конца. Для Гонсало эта потеря была тяжелой, он горько плакал и страдал так, будто потерял очень близкого человека. Хотя в принципе так оно и было, крокодил стал для рыбака настоящим другом и членом семьи. Гонсало не стал переживать свое горе тихо в одиночку, все окружающие видели, как он страдал и убивался, разделяли это горе и сильно сочувствовали. С помощью жены и дочки, которые всегда находились рядом и поддерживали безутешного мужчину, ему удалось пережить эту потерю. А спустя совсем немного времени рыбак принялся воспитывать другого крокодила, совсем детеныша. Привыкание к человеку ему давалось с трудом, первое время в нем говорили лишь звериные инстинкты. Но Гонсало был упорным, окружил молодого крокодильчика любовью и заботой, и это вскоре дало свои плоды. Уже подросший крокодил быстро стал совсем ручным и никого из людей не обижал. Но как бы то ни было, этот новый приятель не смог стать заменой умершему одноглазому другу. Для Гонсало и самого было загадкой, почему это так получилось. Тем не менее, когда рыбак вечерами сидел на лавке возле своего дома, то частенько вспоминал своего старого зеленоглазого друга,
который навсегда изменил и самого Гонсало, и его жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.